Ребята, начинаем выживание в новой игре. Это No Man's Sky. Это больше даже, чем игра. Это огромная целая экосистема игровая. Я сейчас все по порядку расскажу. Она 100% вам понравится. Мы начинаем прохождение с полнейшего нуля. Начинаем со стандартного режима. По всем режимам и подробное описание по каждому выйдет отдельным видео. Это слишком большой обзор. На много часов получится, если мы будем сразу проходить и рассказывать по каждому нюансу. Сейчас вы поймете почему. Итак, погнали. Начинаем в стандартном режиме. Запущена инициализация костюма системы Atlas. Система жизнеобеспечения включена. Кинетический щит активен. Реактивный ранец задействован. Мультитул и расщепитель активны. Последовательность инициализации завершена. Так, мы оказались на одной из планет неизученных, биом щелочные осадки, стражи малочисленные. Я вам все расскажу по порядку. И давайте сразу посмотрим на экранчик. Левый нижний угол, мы увидим там несколько показателей. Верхний показатель, который где красно мигает, это защита от вредных факторов. Здесь у нас кислота. Так, одну минуточку, дайте я пробегу, потому что у меня уменьшается жизнь, нам нужно найти, где спрятаться, чтобы я вам все нормально смог рассказать. Защита от вредных факторов. Это у нас кто яйцо? А, это углерод. Нижняя полоса, это у нас жизненные показатели, ну там токсичность ниже пошло и дальше мы поймем. Что нам нужно сделать в первую очередь? Нам нужно настроить наше оборудование, которое на нас одето, скажем так, наши исследовательские функции, для того, чтобы мы могли нормально работать с нашим экзокостюмом, с окружающей средой. Итак, статус среды у нас среда враждебная, система защиты неисправна. Начинайте сканирование через С, нужно найти натрий. Мы вот не можем отсканировать, у нас сканер сломан. Нужно ферритной пыли 75. Пока я добывать буду ферритную пыль, мы это сможем сделать с помощью нашего... Так. Устройство, которое у нас непосредственно есть в наличии сейчас. Чтобы вы представляли масштабы этой игры, хотя бы даже примерные. Представьте себе, что в этой игре есть 255 галактик. Это получается в каждой галактике 4 миллиарда регионов. Просто эти объемы представьте, в каждой, а их 255. В каждом регионе 600 звездных систем. Это просто капец. В каждом регионе. И всего, если так по подсчетам, которые в интернете в свободном доступе даже есть, это примерно 18 квинтиллионов разных планет. Мы сейчас находимся на одной из 18 квинтиллионов. То есть цифра просто фантастическая. Когда-то ученые делали подсчет песчинок, насколько я слышал, на планете Земля, там каким-то путем, не знаю, как они делали, там цифра была меньше. То есть песка на планете, на всех пляжах планеты, везде песчинок меньше, чем планет в этой игре. Представьте себе, только это представьте. Так, давайте быстренько наковыряем ферритной пыли, чтобы мы здесь не померли. Так, сейчас уже практически, чтобы мы тут с вами не померли. Нам предстоит с вами исследование, предстоит с вами путешествие к разным планетам, разные системы, разные биомы на каждой планете там есть, да, как бы подводные есть, соответственно надводные, разные факторы, которые нас будут пытаться убивать. Там, вот здесь конкретно, здесь это кислота, кислотные дожди скорее всего будут.
токсичность высокая, радиация высокая, жара, холод, масса всего еще. Так, ремонтируемся. Нажимаем Tab, переходим к сканеру и ремонтируем его. Ремонтируем, есть. Технология восстановлена. Технология восстановлена. Продолжить. Так, сканируйте, чтобы найти натрий. Через C мы делаем сканирование планеты для поиска нужных нам ресурсов. Нам нужен натрий. Вон он, натрий. Надо немножко мне ускориться. А то я тут с рассказываниями чуток заговорился, и у нас уже совсем мало осталось защиты от вредных факторов. Где тут наш натрий? Натрий, давай натрий. Очень неудачная планета получается, когда я появился. Где он? Вон он, цветочек желтенький натрия. Нам надо срочно зарядить наш костюм. Угу. Так, заряжаем вот натрий, перетаскиваем сюда и заряжаем. Немножко зарядили. Есть. Еще пойдемте натрий соберем. И будем двигаться дальше по нашему. Так, натрий еще разок. Будем двигаться вот. Давайте сразу дозаряжу. Защита от токсинов снижается. Защита от токсинов. Нормально. Так, погнали дальше. По нашим заданиям. Нам нужно попасть, найти вот корабль, по-моему, он находится вот в той метке, которая у нас появилась. Доберитесь до отмеченного сигнала. Используйте реактивный ранец для полета через Space. Через Backspace мы можем немножко ускориться, использовав наш реактивный ранец. Но обратите внимание на то, что ранец не сильно, пока он не прокачан, не сильно долгодействующий, скажем так. Чтобы вы не разогнались, не летели на какую-то большую высоту и не получили дамаг от падения, например, с горы. Если вы, например, вот здесь вот с помощью ранца взлетите, у вас закончится заряд ранца, и вы упадете, может закончиться даже смертью на начальном этапе. Так, вот с таких вот растений у нас кислород появляется. Наша задача сейчас как можно быстрее найти наш звездолет, который нам дадут. Почему? Потому что с помощью звездолета мы можем избавляться от негативных факторов, восстанавливать свой щит защиты, да, и самое главное делать сохранение. Когда мы садимся на наш звездолет, автоматически сохранение игры, когда из него выходим, соответственно, мы дальше продолжаем. Так, это опасная флора для нас, она выбрасывает ядовитый газ, но она дает нам очень полезный кислород, который нам нужен для нашей жизнедеятельности. Давайте, кстати, зарядимся. Вот он, кислород. Технология заряжена. По меню, по всем нюансам, связанным там с мультитулами. Это то, чем вот непосредственно сейчас вот добываемые ресурсы, да, разные. Там много всяких тонкостей. Это будет отдельное видео, но оно в принципе скоро выйдет. Это видео, которое я сейчас снимаю, это именно по прохождению с нуля. То есть гайды будут отдельно, начиная с меню, с режимов игры, как мы заходили на самом старте, заканчивая, что куда кликать, что куда нажимать. Ну, чтобы не растягивать этот видос на 5 часов, мы сейчас играем чисто по прохождению. Так. Есть. Так, где ж ты есть? Так, побежим. Да, и у нас персонаж, через Shift ускоряемся. Ага, нет еще звездолета какого, да? А, вот наш звездолет, есть. Мы нашли наш звездолет, что мы можем делать в первую очередь, это когда мы, смотрите, мы садимся, мы нажав E, зажав, у нас сразу же обновится сейчас наше сохранение и, соответственно, улучшится защита от радиации, либо от холода, от жары, от какого-то внешнего фактора. Так, инициализация действует, подключение к атласу идет, устойчивое. Взлетные ускорители у нас отключены, импульсный двигатель у нас отключен.
Я нахожусь на неизвестной планете без снаряжения, в полном одиночестве и в серьезной опасности. Я не могу вспомнить, какие обстоятельства привели меня сюда. Собственно, я вообще ничего не помню. По крайней мере, этот корабль, кажется, меня узнает. Панель управления реагирует на мои прикосновения или на мой экзокостюм. Я еще не на том свете, и этот корабль мой спасительный круг. Мой билет к звездам. Мы можем прочитать журнал, либо подключить экзокостюм. Ну, давайте по очереди. Журналу 4925А нет доступа. Замещение данных. Экзокостюм подключен. Предложение пилоту стоит регулярно выполнять ремонт. Выберите желательный путь. Ремонтируем. Протоколы саморемонта. Запуск. Запускаем. Идет сканирование. Так, у нас сломан импульсный двигатель. Нам нужно починить. Для этого нужен герметик и обшивка металлическая. И у нас взлетный ускоритель был тоже сломаны. По всей планете, так, ну сейчас мы будем заниматься ремонтом, разбросаны вот такие вот схроны, можно сказать, да, с ресурсами. При нажатии подходим, нажимаем на Е. Вот здесь есть на замке ржавчина, мы ее перекидываем пока в экзокостюм наш. И смотрим, вот внутри у нас был дигидроген, немножко дигидрогена было. Есть контейнеры, которые можем открыть сразу. Вот, еще дигидроген нашли, еще. А есть, который нужен ключ. Вот, Atlas Pass 1 требуется. Так, открываем, что у нас здесь есть. Есть вот сжатый углерод. По поводу ресурсов, которые вы видите, появляются, да, вот лампу можем включить либо выключить. Чтобы вы понимали, в игре более 1000 разнообразных ресурсов и комбинаций ресурсов. То есть тут через очистители разнообразные можно, я кислород собираю сейчас, можно добывать различные ресурсы, скрещивая между собой, либо очищая, обогащая их. Всех этих комбинаций более 1000. Поэтому будем все проходить постепенно. Почему я не хочу сразу вас прям супер грузить всем этим. Будем все изучать постепенно. Так, нам нужно сделать металлическую обшивку в первую очередь. Для того, чтобы сделать металлическую обшивку, нажимаем Tab. Переходим, получается, мы в наш инвентарь. Вот видите, написано груз. Вот это наш инвентарь. Вверху панель. Это панель технологии вот этого ранца, который справа. Ранцы тоже можно менять, покупать новые. Все будет, обо всем расскажем по порядку. По каждому нюансу здесь также я расскажу в отдельном видео. Для того, чтобы что-либо произвести, нажимаем на свободный слот. И вот видите, у нас появилось меню. Вот нам нужна вот такая металлическая обшивка. 50 нужной ферритной пыли. У нас пока ее нет. На данный момент наш мультитул, вверху у нас есть 3 вкладки сейчас, это экзокостюм и звездолет есть наш, который еще ремонтируемый. Тут тоже есть груз, грузовой отсек и технологии, которые можем мы навешивать сюда. И мультитул, это устройство, которое мы добываем, да? Аналогично можно сюда его модернизировать. Мы это будем делать в течение сегодняшнего нашей записи, до дня, много раз. Так, расщепитель. Для того, чтобы его зарядить, кликаем на него, и вот то, чем мы можем заряжать. Да? Мы вот углерод перетаскиваем сюда и заряжаем. Обратите внимание, пока вы делаете все эти манипуляции с экзокостюмом, мультитулом, либо звездолетом и стоите на планете, игра за кадром, скажем так, продолжается. То есть пока мы сейчас стоим, у нас, видите, вот уменьшался показатель защиты. И если тут есть рядом какие-то враждебные животные, либо стражи, они вас могут убить, пока вы стоите. Поэтому лучше либо покинуть опасную зону, либо зайти в свою базу, которую мы дальше будем еще строить, либо сели в звездолет, открыли и здесь уже делаете какие-то манипуляции. Просто есть разница выхода в главное меню, когда вы ходите, игра становится на паузу автоматически. Либо когда вы заходите в свой костюм внутрь для манипуляции, их тут очень много будет в дальнейшем. Игра продолжает идти, чтобы вы это не забывали. Так, что мы хотели? Взлетный ускоритель, да? Вот, мы не делали еще ничего. Мы еще ничего не делали, да? Через Е мы выходим, так и заходим.
Давайте сейчас посмотрим. А что ж такое, мы еще не можем сделать? А еще немножко надо добыть. Еще чуть-чуть надо добывать камни. Хорошо, много этого ресурса. Тут как есть возможность потом основывать свое поселение, где на вас будут работать. Тут несколько фракций. Вот одна из фракций, за которой мы играем, да? И можно... Так, токсины снижаются, надо внимание обратить. Можно потом будет становиться главой поселения. Улучшаем наш... Есть. Импульсный двигатель. И нам теперь надо с вами еще герметик. Герметик, по-моему, нужно где-то искать. Его у нас нет еще рецепта в инвентаре. Так, пошло подключение. Функционирует, отлично. Критическое повреждение звездолета. Отсутствует важная составляющая. Невозможно синтезировать требуемый компонент для работы импульсного двигателя. Герметик. Попросить помощи. Рекомендация. При анализе итераций поблизости обнаружен герметик. Извлеките планетарную карту из ячейки аварийного маяка. Ну что ж, погнали дальше. То есть я всем рекомендую поначалу проходить именно игру по сценарию. Так, вот у нас маяк планетарный. Давайте посмотрим. Итерация, возможно, ошибка. Так, погнали. Сосуд 16 опустошен. Причина вторжения стражей. Намеренная передача. Создана новая итерация. Система содержит аномалии подготовлена. Транслируем. Обнаружена странствующая аномалия. Аномалия уступает, положение зафиксировано. Инициализация проверки целостности системы. Повсюду красный свет. Все залито багрянцем, затем он исчезает, свет утекает, а бывшие столь непонятные слова начинают ускользать. Так, ну что, забираем планетарную карту, ребятки. Сейчас нам будет проложен путь, открываем инвентарь, у нас появилась планетарная карта, и нужно проложить маршрут. Чтобы проложить маршрут, нажимаем Е. Мы получаем маршрут до места, где можно найти герметик, ну, либо рецепт герметика. Координаты. Да, вон прямо. Нам нужно попасть вот сюда. Так, маленький лайфхак. Перед тем, как бежать туда, по координатам, желательно обновите системы защиты свои. Почему? По-любому, пока вы будете бежать, это, в принципе, так заложено в игре, с вами случится какая-нибудь пакость, типа того, как вот ухудшение резкой погоды, когда будет очень быстро уменьшаться ваша защита. Так. Тут еще горы вот эти. Ну, хотя бы видно, куда бежать. Защита от токсинов. Я понимаю, что защита от токсинов снижается, да? Я сейчас не занимаюсь там ни сбором ресурсов, мне сейчас нужно пройти первоначально вот эти квесты. Как вам вообще, ребята, игра? Классная игра, классная музыка в игре, просто офигительное сопровождение звуковое. Вот, опасное то, что я говорил, приближается токсический ливень. Сейчас у нас будет резкое ухудшение погоды. От всяких токсических ливней и прочего, если вообще там жесть, можно спрятаться вот, ой-ой-ой, надо пробежаться еще, в пещере. Ух ты, елки-палки, тут перед нами прям одни препятствия сплошные. Посмотрите, какая фигня. Так, отсюда можно спуститься прыжком, немножко пролететь, притормаживая слегка при падении. Тихо. Планета просто жесткая в плане рельефа. Бывает, удачно появляешься на планете с хорошим рельефом. Все, начинается ухудшение погоды, начинается токсический ливень. А у нас тут просто жесткач какой-то. Давайте. Там я вижу какое-то сооружение, можно
успеть до него добежать, пока мы тут не двинули кони. Так, давайте. Все инопланетные существа, наземные, подземные, воздушные, подводные, все это изучается. Все полностью будем сканировать, изучать. Так как мы, по сути, мы исследователи. Но это будет чуть-чуть дальше. Сейчас главное добраться и выжить. Нам нужно отремонтировать наш звездолет, чтобы могли мы покинуть систему и планету, систему, да? Да, повезло нам. Добежали. Мы добежали. Защита от токсинов. Да. Спрячьте меня, пожалуйста. Есть. Фу. Все, наш щит восстанавливается. Так, база языков вселенной. Терминал активирован. Универсальная служба поддержки перевода установлена. Получен доступ к словарю форм жизни. Выучить слово. Геки. Мы выучили слово гек. Тут есть ряд 4 разных, по-моему, разных фракций и, соответственно, расы, да, и, соответственно, мы изучаем их языки для того, чтобы в момент общения в дальнейшем с ними мы могли понимать как можно больше на их языке. Сейчас не сильно может быть понятно, да, но в ходе прохождения вы все поймете. Там все очень хорошо показано. Воспроизведение записи. Вот за место КЗКТ в дальнейшем будут проявляться слова при изучении языков. Погоды. Буря заканчивается. Так. Никто абракадабра. Делаю запись на случай абракадабра. Приходится покинуть абракадабра. Внутри фабрикатора абракадабра может пригодиться. Абракадабра. Визор поврежден. Абракадабра. Не могу найти корабль. Забрать припасы. Так, вот. У нас теперь есть герметик. Но теперь нам нужно найти наш корабль, где находился. Есть визор, который сканирует планету. Он у нас тоже поврежден. Для того, чтобы найти корабль, сейчас нужно нам отремонтировать будет наш визор. Плюс в том, что это делается всего один раз. Давайте зайдем здесь, посмотрим, что есть. Да, вот можно собирать. Есть тут углерода немножко нашли. Тут мы нашли какую-то форму жизни, да, и смотрим дальше по заданию. Используйте анализатор визор F, чтобы найти звездолет. Вернитесь на корабль. Нажимаем F. И вот нам нужно установить визор. Для этого нужно сделать углеродные нанотрубки. Смотрим. Так, можем мы сделать углеродные нанотрубки? Вот он визор. Но мы его не можем сейчас пока включить. Нам нужна углеродная нанотрубка с вами. Переходим в экзокостюм и смотрим, можем ли мы ее сделать. Не можем. Нам нужно 50 углерода, а у нас его нет. Углерод обычно добывается из живых организмов. Где же тут живые организмы, какие-нибудь растения? Ну, единственное, а вот здесь, грибочков. Сюда. Нет, нельзя. Вот елки-моталки. Деревья какие-нибудь, кустарники. Что-нибудь есть? Давайте посмотрим. Так, неопознанный минерал. Видите, написано ферритная пыль и знак вопроса. То есть основной минерал, который добывается вот отсюда, вот углерод. Вот мы нашли, где углерод. Яйца вот это. А там, где знаки вопроса и анализ, это мы в дальнейшем, это вторичный ресурс, который можно получить непосредственно этого объекта. И мы его с помощью визора дальше будем изучать. То есть в дальнейшем можно будет два ресурса получать. Поглавный первичный, ну и какой-то вторичный. Так, создаем сейчас углеродную нанотрубку. Есть такое дело. Создаем. Нанотрубка готова. Мультитул открываем. Открываем анализатор. И давайте подключаемся. Ого, супер. Так, есть. Проанализируйте объекты на предмет возможности получения наград.
Что это такое? За каждый объект нажимаем F, и мы видим кучу разных объектов. Мы можем сканировать, зажав клавишу мыши. Вот животное. Мы просканировали, оно называется Гирбилтесо какого-то, да? Нам дали награду в виде денег за сканирование. И показывают, оно враждебно для нас. Видите, теперь ходит вокруг или не враждебно. Вот это мы еще не сканировали. Вот красным светится. А, это мы камень отсканировали. Животное это далеко. И мы так сканируем в дальнейшем полностью все, что захотим. Но желательно в идеале вообще просканировать. Тут есть задания дальше, где нужно отсканировать там непосредственно вообще 5-6 видов животных, либо всю флору, либо опасную флору на планете. Ну, разные есть задачи. По квестам по-разному. Так, в небе никто не летает. И, кстати, мы сразу видим, как в чем-визор, мы видим, что у нас биом щелочные осадки, то есть идут здесь. Это кислотная планета, ресурсы средние, фауна достаточная, флора высокая, стражи многочисленные, а малочисленные. Стражи — это роботы, которые охраняют, по сути, если разобраться, да, эту планету. От того, что идет расхищение каких-то ресурсов, уникальных ресурсов, которые здесь есть. Вот стражи это дело охраняют. В дальнейшем вы посмотрите. Также стражи, я не понял, это корабль уже? Ребята, я нашел, по-моему, разрушенный звездолет. Большой корабль. Там какие-то вкусняхи могут быть. Не ожидал я, конечно, это сделать на начальном этапе. Дайте, я просто хочу посмотреть. Да. Вот, перед вами там вдалеке это огромный корабль, и можно его там облутывать, смотреть, там по-любому есть какие-то контейнеры с какими-то вкусняхами, но это мы будем делать уже в следующих сериях, пока нам еще рановато этим заниматься. Рановато нам пока это делать все. А вот животные, видите, сканированы нам? Нет, не сканированы. Некоторые животные могут быть опасны для нас. Вот для чего-то сканируем, вот зелененьким это безопасно для нас животное. Если бы подсвечивалось в дальнейшем красным, это была бы опасна для нас флора. И сейчас отсканировался наш звездолет, вон он, видите, находится. Для того, чтобы туда попасть, просто идем на эту метку. Все, 731, не знаю, это метр назвать тяжело, это просто единица измерения в игре, расстояние. Так, побежали. Ну и параллельно будем слегка подбирать ресурсы, которые будут нам попадаться. Вот это, по-моему, натрий, да? Да, нитрат натрия. Почему мы его не можем добавить? Можем. Нитрат натрия — это как бы более продвинутый натрий, да, более концентрированный. Мне даже требуется продвинутый расщепитель. Я не могу пока его. Там нужно апгрейд расщепителя. Кстати, вон еще какое-то существо новое вижу. А, не, уже отсканировано все. Это уже все отсканировано. Ладно, побежали к звездолету. Пока погода не испортилась, иначе нас там ждут большие неприятности. Где-то пролетел мимо меня сейчас корабль, экран затрясся. Где-то... А, вон он полетел. Вон он полетел. Звездолет. Тут есть инопланетные базы. Ну, космопорты, проще говоря, да? Где там происходит торговля, обмен какой-то информацией, купля-продажа кораблей космических. Защита от токсинов снижается. Так, нам бы добежать. Слушайте, а нам бы еще попасть внутрь пещеры какой-нибудь. Там медь бывает. Давайте я спущусь на секундочку вниз. Это как и маленький спойлер тоже получится. Так, защита от костюма снижается. Надо, у нас там есть вообще чем защищаться? Нет, нету. Технология. Я понял. Так, бежим к кораблю, ребятки, бежим к кораблю. Нам нужно улететь с этой планеты. Потом будет, значит, медь добывать. В пещерах есть медь, возможность добыть, а она нам нужна для следующих квестов. Я хотел ее по-быстренькому добыть, но не буду. Вот, немножко натрия есть. Есть. Не буду рисковать просто.
И еще один такой момент, теперь если вдруг вы погибли, но вы до этого садились на космический свой корабль, вы появитесь возле космического корабля. Либо в дальнейшем будет возможность такая на базе вашей сделать маяк сохранения, тоже там сохраняться, или еще одна возможность, тут есть маяки сохранения, раскиданные по карте. То есть тоже можно будет подходить к ним, активировать, соответственно, будете появляться вместе с последней активацией этого маяка. По сути, тут несколько есть моментов для сохранения. Лучше всего иметь с собой маяк сохранения, который вы можете крафтить, в дальнейшем изучите и будете крафтить его. Так. И носить вообще его лучше с собой даже. Такое, немного ресурсов, взяли, быстренько его скрафтили или положили в инвентарь. Поносили с собой, если... Так, да, слышу, я слышу. Если вдруг появились вот там, где думаете можете погибнуть, поставили маяк сохранения, сохранились и побежали. Так, сейчас давайте сохранимся в первую очередь. Есть, мы сохранились. Герметик. Надо теперь его скрафтить, тут герметик. Мы только чертеж получили. Не могу пока еще, да? Или уже могу? А, я сам герметик получил. Все, супер. Так, есть импульсный двигатель. Ага. Технология критически повреждена. Чистый феррит. Дигидрогель нужно еще, да? Взлетный ускоритель. Так, чистый феррит мы можем сделать после обогащения. Давайте я гляну, во-первых, что мы можем сейчас скрафтить. Да, дигидроген можем сейчас уже скрафтить. Давайте я его сразу закину. Опять я плечо опять сел. Для того, чтобы меня не дамажил кислотный дождь там и негативные факторы на этой планете. По большому счету, так сказать, правде, не на всех планетах далеко есть вот эти вот негативные всякие факторы. И они там есть более сильные, менее сильные. Жить мы основную базу будем строить на планете, там, где вообще нету таких негативных факторов, либо они очень-очень минимальные. Для того, чтобы постоянно мы не занимались ни зарядками, ни прочим. Это начальный квест. Мы на планете, где вся эта гадость льется с неба. Так, а что нам еще там нужно было? Звездолет, смотрим. Я забыл, пока общался с вами. О, звездолет. Нам нужен чистый феррит. Ага. Чистый феррит. Для того, чтобы чистый феррит сделать, нам нужно построить портативный очиститель. Мне нужна металлическая обшивка, одна штука. Так. Металлическая обшивка, одна штука. Все есть. Нажимаем Z, открываем меню строительства и вот очиститель. Вот мы его поставили. И тут один момент. Сейчас вот я зайду, через E заходим. Это тоже отдельная тема для видео про очиститель рассказывать. Сейчас у вас есть точка входа ресурсов и точка ресурса, который у вас будет производиться. И, соответственно, топливо для того, чтобы это все работало. Топливо у нас это углерод на данный момент. Сюда мы кладем ферритную пыль и добывать будем. Вот чистый феррит будет на выходе. Соотношение 1 к 1. Есть ресурсы 2 к 1 и больше. Есть продвинутые расщепители, когда несколько ресурсов загоняем для производства одного. Но это все дальше вы увидите. И справа мы увидим время, сколько получится, ну и увеличение, уменьшение на час. Пошел процесс. Нам, наверное, не хватит ферритной пыли. А может и хватит. 1 к 1, в принципе. Все, положили мы себе, вот можем в веб-закостюм закинули. Пока я не буду разбирать это устройство. Возможно, еще пригодится для чего-нибудь. Все, отлично. Технология восстановлена, супер. Эти вещи тоже будем заряжать в дальнейшем, то есть взлетное топливо для ускорителей нужно. И будем то же самое делать. Вот тритий нужен для ускорения в космосе. Сейчас все увидите, для импульсного двигателя. Тритий добывается, тоже такая мини-подсказка, с астероидов на планете. Углерод. Давайте мы сейчас просто его разберем, да и все. Разбирается все это дело, зажимаете колесико мыши. Так, мы сейчас с
вами сели вовнутрь звездолета, и теперь нам нужно улететь. Мы корабль отремонтировали, починить ускорительный двигатель, так, гидрогелем, и теперь нужно, это мы тоже сделали, покинуть планету. Это делается следующим образом. Для того, чтобы взлететь, мы нажимаем W, держим, взлетели, ну и, соответственно, просто-напросто улетаем в космос. Для этого, если в медленном режиме жмем V, мы потихонечку с вами набираем скорость и летим, либо через Shift мы запускаем ускоритель и просто ускоряемся в космос. Все, ребятки, мы в космосе. Небесные тела, 5 планет, доминирующая раса, то, что я вам говорил, геки у нас. Геки — это такие торговцы здесь. Вот еще какая-то планета рядом с нами. Вот на этой планете мы с вами были только что. Мы сейчас отлетим от нее, посмотрим со стороны. Система у нас красная, насколько я вижу. Все вокруг красное. И планет тут 5. Просто... А вот еще планета есть одна синяя, наверное, как морозная. Мы можем просканировать территорию, которая возле нас, нажав C. Мы проверили по заданию, у нас есть задание проверить систему звездолета, да? Мы проверили сканирование. Теперь мы сейчас импульсный двигатель проверяем, да, мы отлетаем немножко. И либо ускоритель через Space. Зажимаем Space, и вот мы выходим в ускорение. Еще раз нажимаем Backspace и пробел, и все. То, что я говорил, вот летают у нас астероиды в большом количестве. Есть астероидные поля, астероидные кольца. И при стрельбе по данным астероидам у нас идет добыча ресурсов. Ресурсы разнообразные добываются. Есть тот, который нам необходим, есть серебро, есть платина, есть золото. Эти вещи на первоначальном уровне проще всего добывать именно с астероидов, чем искать на планетах. Литий вообще только здесь сможете найти. Так, у нас пришло сообщение. В правом нижнем углу мигает значок, да? И мы его хотим с вами посмотреть. Нажимаем X. Открывается панель. Про эту панель я тоже отдельно вам все расскажу. Открываем X, и клавишей мыши мы активируем непосредственно вот сообщение. Входящее сообщение. Читаем. Пожалуйста, назовите себя. Представляемся. Ты не абракадабра в одиночестве. Следуй за абракадабра. Трансляция прервалась так же неожиданно, как и началась. Последний фрагмент сигнала по координатам. Выбираем координаты. Вот впереди какие-то туманности. Вот, ребятки, у нас координаты на какой-то планете появились. Видите, вот планета. Для того, чтобы туда быстро попасть, прям быстренько, наводимся на координаты. Ну и летим на нашем ускорении, как мы это делали. Нажимаем пробел. И погнали. Вот одна планета, еще одна планета. Чтобы просканировать систему, в дальнейшем нам это будет нужно для поиска нам нужных галактик и прочего, да? Планет каких-то нам нужно. Мы часто будем заниматься сканированием систем. Сейчас это делать пока было не обязательно. На планете у нас есть медь, есть фосфор, есть соль и салат. Вот нам медь будет нужна в большом количестве. То есть планета нормальная, для меди самое то. Тут могут быть тоже вредные факторы, совсем другие, не ядовитая планета, скажем так, не кислотная, а там огненная планета, холодная планета. Бывает вообще без вредных факторов. Ну, сейчас увидим. Подлетаем к нашим координатам. Полностью все идет на автопилоте. Вот сейчас я уже управляю вручную. Сейчас немножко на ускорение, чтобы ускорить процесс. Ух ты, елки-палки, туман какой-то. О, посмотрите, какая красота. Планеты тут генерятся. То есть все факторы перемешиваются, животные, растения смешиваются, новые создаются. Есть планеты вообще заселены, которые роботами. Но мы будем очень много летать, вы увидите это разнообразие. Но мы будем жить на особых планетах, на красивых, которые похожи на Землю. Так, мы прилетели, и на Е нам нужно приземлиться. Садимся.
отлично. Это какая-то, наверное, огненная планета. Какое-то оно все очень, очень яркое. Нагретая атмосфера. Какие-нибудь тут ливни в виде кипятка идут. А вот место рождения фосфора есть. Вот, да, вот уже вредный фактор есть. Температура. Так, где наш тут маячок-то был? Нажимаем F и ищем. При нажатии F, так, вот, вижу. Ага, наш сканер, нам прямо 319 метров, до 325. Нам туда, короче, нам прямо. Сейчас сделаем следующее. Давайте я сажусь в звездолет. Мне нужно перезарядить наш костюм. Так, звездолет не надо. Экзокостюм, а именно вот это нужно. Система жизнеобеспечения перезарядить кислородиком. Технология заряжена. И мы тогда сейчас полетим. Пойдем пешочком. Так, ну выходим. И потопали. Так, ну хоть бы успеть, а? То нам заряжаться нечем. Заряжаться-то нечем, а? Ну, если что, мы сохранились. 300 метров не так уж и много. Постараемся добежать. О, какие-то сикараки прыгают. Вы кто? Елки-палки, тут какие-нибудь огненные ливни. О, кто-то в земле ковыряется, ползает. Видите, оп, в землю ушел. Нам куда-то вон туда, где наш маяк. Это что такое? Богато есть растения. О, маяк сохранения вижу. Так, отлично. Давайте сохранимся через маяк сохранения. Потому как большой вопрос, добежим либо обратно. Есть такое дело. Вот такой маяк сохранения, который позволяет нам сохраняться вне корабля. Все, мы сохранились. И вот сюда наш путь. Там лежал. Мы получили наниты. Наниты — это валюта данной игры. Искрящаяся проводка аппарата вызывает появление сигнала, который транслирует в пустоту. Расшифровывай сигнал. Так. Запись. Нет топлива. Не удалось долететь до станции. Уровень защиты от факторов почти на нуле. Выхода нет. Придется абракадабра под землю. Развернул компьютер базы. Помимо записи журнала сигнала содержит планы создания компьютер-базы и ландшафтного манипулятора. Извлечь чертежи. Мы получили чертеж компьютера базы. Хромметалл нужен. И чертеж ландшафтного манипулятора. Дигидрогенный гель и углерод на трубке нужны. Так. Вернуться к кораблю нам, да, с вами? Давайте сразу посмотрим на ландшафтный манипулятор. Очень классная штука и незаменимая. Так, 2 трубки, 1 гель. Сейчас мы посмотрим, можем ли мы это сделать. Давайте так. Нанотрубка. Если сделать еще нужно одно, наводите, нажимаете Е, и если есть ресурсы, делает. Пока нету. Дигидроген нужен, да? И нанотрубка нужна углерод. Я понял. Нас ждут неприятности, судя по всему. Вот эти растения — это опасная флора для нас. Дает. Я что-то не понял, там что летает. Оставляет синие следы. А ну, это стражи? Да, это стражи летают, ребят. Вот это, наверное, то, что меня смущало. Да, синим. Такие роботы, которые охраняют. Вот они могут напасть, поэтому их трогать не стоит. По крайней мере, пока у нас нечем обороняться. Наш корабль вот тут находится, да? За разрушение флоры, конечно, нас могут наказать, но мы очень аккуратненько, очень быстренько все это сделаем.
Мы в дальнейшем будем производить действия, которые приведут к сражению с стражами. Они иногда нападают на поселение, которое мы будем в дальнейшем неопознанный апелить на нормально. Неопознанный минерал, но мы посканируем, нам нужно добежать. У нас, как помните, с натрием проблемы. У нас его просто нет. Соответственно, из-за этого мы с вредными факторами не можем сейчас ничем бороться. Кислород нам нужен для костюма поддержки жизнедеятельности. Уже и здесь летают. Главное не напасть на них случайно самому. Они вроде бы не агрессивные. Есть планеты, где они прям агрессивные. Есть. Садимся. Восстанавливаем защиту. В ландшафтном манипуляторе, который мы сейчас будем ремонтировать, есть несколько классных факторов. Первый. Мы можем добывать ресурсы. У нас прям залежи целые. Не так собирать с поверхности, а вот как вот такая залежь лежит, вот прямо фосфор. Мы ее не можем добыть. Нам нужен для этого ландшафтный манипулятор. Либо еще один вариант, который у нас есть для использования. Мы можем ландшафтом заниматься, то есть прям дырки бурить, где можем строить базы, пещеры делать. И очень важный момент, который мне нравится, я в принципе им пользуюсь часто, это когда какая-то идет буря у нас. Просто-напросто вырываю себе быстро пещеру и в ней, так сказать, остаюсь до момента. Ага, гидроген нужен еще. А вон он, наверное, там внизу, скорее всего. Наверное, чуть-чуть, оп. Так, гидроген. Сейчас я покажу. Голословным. Сейчас просто все сделать и покажу. Экзокостюм. Создаем еще гель. Переходим в мультитул. Открываем манипулятор. И закладываем вот сюда нужные. Есть. Супер. Показываю. Смотрите, когда у вас там какая-то буря, еще что-то критическое, что-то происходит, вам некуда бежать. Включайте манипулятор через G. Вот видите, у вас меняется как бы прицел. Справа вверху видите манипулятор добычи переключения, либо обычный манипулятор для сбора ресурсов. Включаем ландшафтный манипулятор. И мы этим манипулятором можем себе выдолбить пещеру. Выдалбим себе пещеру. К примеру, у нас там токсичный дождь какой-то идет. Просто забегаем сюда. Все, видите, у нас температура стабилизировалась. Все окей. Мы просто здесь пережидаем бурю. То есть у нас нет ни улучшения, заполнения шкалы нету, но нету и снижения шкалы. Мы переждали здесь бурю и побежали дальше с вами. Сейчас мы выходим с вами. Мы вышли и видите, все, у нас опять началось уменьшение. Я, кстати, натрий нашел. Полянка с натрием, это хорошо. Можно будет сейчас перезарядить систему. И мы можем вот фосфор добывать. Манипулятором мы добываем прям целые залежи. Но здесь надо осторожно смотреть, когда рядом находятся сами стражи. Я вот точно не помню, но, по-моему, они могут напасть. Они как бы защищают планеты от вот этого расхищения ресурсов. А в дальнейшем там есть еще уникальные ресурсы. Это как бы такой не сильно уникальный, как бы общий там стандартный ресурс. Есть там различные кубы там знаний и прочие моменты, вы еще их увидите. На сканере визора помечаются звездочками желтыми. За то, что забирать эти ресурсы будем, на нас нападают стражи, пытаются убить. Так, все что мы забрали? Все еще забрали. Вон еще красненькая. Желательно забирать все. Если просто манипулятором будем дырки делать ландшафтом, тогда берется силикатный порошок, он там тоже в ресурс перерабатывается. Вот то, что я вам говорил, надо быть аккуратным. У меня закончился заряд в ранце моим реактивным, и я мог сейчас сам себе навредить. Так, подождите, надо сесть, посмотреть, что нужно сделать. А, вот соберите медь.
Нам нужно собрать медь, то, что я хотел сделать в пещере, да, когда мы бегали с вами. Ну что ж, давайте посмотрим, где эта медь у нас вообще есть. Выходим, сканируем планету, нажимаем C. И ищем натрий, я вижу, натрий, кислород, натрий. Один натрий, меди я не вижу вообще, залежи меди не видны. Давайте через визор посмотрим. Пока смотрим, заодно можно что-то просканировать. Вот заработать денег можно. Не вижу я всякие нужные нам в дальнейшем ресурсы. Но это не сейчас. Вот птиц, кстати, тоже сканировать мы можем. Получать где-то деньги. Нету меди, я не вижу. А вот стоп, есть, залежи меди. Чего это нету? 300. Это соль залежи. Поближе есть где-нибудь залежи меди? Залежи меди 400. А ну-ка, подождите. Давайте-ка на горочку поднимусь, чтобы будет проще. Ой. Переключиться если на обычный манипулятор. Это что такое? Он слетает. А, это, я думал, страж. Это не страж, это местное животное. Тут можно приручать животных. Вот это местное животное, видите, летит и фонит во все стороны. Это местное. Так, это медь? Нет, это не медь. Залежи меди 300 метров, вижу, есть. Соль. Это что, это медь? Залежи фосфора. Соли залежи. Какие-то животные какие-то. Соль опять-то, елки-палки. Залежи меди 400 метров. 600 метров. Фосфор. Медь 450. Ну вот туда бежать надо будет, да? 450 метров. Еще раз смотрим, где она. Вот на 430 метров. Все, побежали. Опять потом бежать к звездолету. В дальнейшем можно как бы звездолет будет вызывать. Прибежали куда-либо, там есть команда, которая вызывает звездолет, и он приземляется на ровной поверхности возле вас. Есть такая поверхность есть. Ну сейчас я просто бегаю. Вы посмотрели немножко чего и как. Вон залежи какие-то чего-то, да? На фосфор. Просто когда мы вызываем наш звездолет прилететь к нам, он расходует топливо со взлетного ускорителя. Мне бы не хотелось сейчас это делать. Какое-то растение. Что за растение? Что-то там дымится. Вот она медь, вот она родная. Так, вот это опасная флора, ее нужно убрать. Я вижу, кроме этих растений, в принципе, на большом расстоянии можно убирать. Эти добывать ресурсы. Чтобы спрыгнуть. Внутри есть всплеск мощности реактивного ранца. Ранца засранца. На старте игра прям полностью как исследовательская получается. Но чем дальше вы углубляетесь в игру, тем больше становится там больше боевок разных, захватов, переговоров, ну и всякого такого подобного. Так, давайте это немножко натрий сюда, кислорода, углерода сюда зарядим. Все, и теперь, ну, добываем. Нам медь нужна. Давайте добудем немножко меди. И скоро полетим, ребятки, полетим на другую планету. Почему? На этой планете сидится, ну, не очень прикольно. Планета такая скудненькая, не очень красивая в плане флоры и фауны. Плюс негативных факторов как бы много, да, получается. Все такое красное, раздражающее немножко.
Так, зрение. Мы поищем что-нибудь повеселее. Поменьше вредных факторов было. Возможно, вообще без стражи найдем. Ведь на всех планетах есть стражи, которые летают. Ну и там, где можно будет приятно глазу, скажем так. Так, есть. Я хочу посмотреть на вот этот вот механизм. Тут что-нибудь полезное должно, по идее. Поврежденный механизм. Убираем вот это дело. Что нам даст? А, получен наниты. Отлично. Для чего, в принципе, нужны наниты, вот эти вот все эти вещи, да? В космосе в дальнейшем будет по квестам будет видно, но и так мы будем часто залетать. Есть аномалии. Это такая огромная космическая станция, где куча есть торговцев разных, где мы сможем заниматься торговцами, брать квесты, плюс ко всему там можно в кооперативе объединяться, летать. Опа, вы кто? Вы кто такие? Вот, какое-то, видите, существо какое-то. Вроде бы безопасное. Есть огромные гигантские тут черви земляные. Вот они опасные. Так, где наш звездолет? Смотрим по карте, где он есть. Ага, нам прямо вот туда, на гору. Понял. Я последний раз в нее играл 3 года назад, тут за 3 года столько всего изменилось, столько всего добавилось. Ага, вон он, наш дорогой звездолетик. Гляньте, какая красота. Скажите, что классно, прикольно. Для любителей космоса и изучения всего это до бесконечности изучать можно. Тут просто обалденно. Можно будет дальше строить на базе транспортные средства, мотоцикл, вездеход, потом как бы не экзокостюм даже, а это будет робот, который будет как в фильме «Аватар» вовнутрь садиться и будет путешествовать. Базы можно подводные строить, подземные базы строить можно строить целые заводы потом по производству ресурсов, по добыче ресурсов, по добыче газов различных. Когда не бегать, как сейчас мы бегаем, а на базу потом вы можете себе нанимать инженеров. Это не просто изучалка, изучили, полетали, посмотрели, прикольно. Это тут огромная, как я говорил, целая экосистема игровая. У вас есть свое поселение, которое требует ресурсов, развития, дает вам определенные бонусы. Вы можете становиться типа его главой, под защиту, на поселение нападают. Ну, очень всего много. Вы принимаете различные ресурсы, законы в этом поселении, которые дают там либо тот, либо другой эффект для поселения. Так, фосфор мы добывали, вот фосфором давайте зарядим. Силикатным порошочком зарядили все. Давайте садимся, сохранились в первую очередь. И я предлагаю улететь с этой планеты на другую и там уже строить базу. Давайте вот хромметалл. Нам нужно было медь. А нет, давайте сделаем хромметалл. Потому что на другой планете не факт, что будет много меди. В первую очередь хромметалл. Хромметалл нам нужен. Для этого нужен очиститель. Так, 30 хромметалла нам нужно. Все, поставили очиститель. Зашли в него. Загрузили сюда медь. И медь нам... Ой, медь загрузили. В переработке медь нам даст хромметалл. И углерод загрузили как топливо. Погнали, нам нужно 30 хромметалла. Ребята, как игра, если нравится, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите. Возможно, вы ее проходили, пишите свои замечания, свои какие-то наблюдения. Подсказывайте нам, в конце концов. Будет очень интересно. Так. Забираем... Ой, сори. Забираем очиститель. И полетели отсюда. С планеты. Зажали ТБВ и погнали. Полетим, ну,
Куда, на какую планету, не знаю, сейчас посмотрим. Полетаем вокруг этой планеты, посмотрим другие планеты, может будет здесь что-то более зелененькое. Так, мы с вами уже вылетели на орбиту. И давайте посмотрим. Эта планета нас не интересует. Вот какая-то планета еще есть. Давайте просканируем ее. Нет. Давайте подлетим, посмотрим. Интересно, конечно, зеленые планеты какие-то проходить бы, но... Серебро нам сейчас не надо. Возможно, выкинуть даже придется. Воу-воу-воу. Поосторожнее. Летим к этой планете. Еще раз повернем, давайте. Непонятно. Ну ладно, давайте сделаем прыжок. Ускоримся. Сразу просканируем. Соланий, медь, фосфор, натрий. Ну, не открыто пока никем. Летим, посмотрим, значит мы откроем. Планета сияния. Ну, по идее, тут не должно быть сильно много каких-то факторов отрицательных. Но ничего хорошего на ней тоже нет. Сейчас залетим, глянем. Нам просто базовый уровень. Для того, чтобы мы могли построиться и ресурсы добыть для путешествия к другим системам, пока нам нужно здесь полетать. Это что у нас такое, вода? Или это просто вот в атмосферу, сразу сканируем. Так, ну есть какие-то деревья, это уже радует. Так, мы в каком-то каньоне находимся. Типа как кратер вулкана, да? Так понимаю. О, я вижу какой-то аванпост или что-то такое. Сейчас мы возле него приземлимся. Да, это откуда пепел, что пепельное. Так, вот сюда можно приземлиться, не тратя наши ресурсы. Если вы видите в районе аванпоста какого-либо вот зеленые круги, это посадочная станция. Сюда мы когда садимся, мы не тратим наши ресурсы. Биом, зной, жара, короче. Сохраняемся. И вот здесь вот, видите, стражи летают. Вон у нас охрана. Это военная какая-то база, стоит охраняется стражами. Ну, мы нападать на них не будем. На базу лезть на эту, вот видите, нас сканирует сейчас. Вот страж подлетел, летает, нас сканирует. Внизу справа появился такой значок с глазиком. Вот этого чувака лучше не трогать. Это очень может печально для нас на первоначальном уровне закончится. Давайте просто побегаем, просто посмотрим, ничего трогать не будем. Да, это база, она закрыта. Опять жара, опять жара. Вон еще один летает. Робот. Боевой. Надеюсь, он не агрессивный. Да, вот это называется шепчущие яйца. Там такие гадости зеленые, по типу чужих, внутри находятся. Вон их сколько. К ним лучше близко не подходить, потому как, тем более не атаковать их. Вот, видите, жужжащее яйцо, мешочек, я его шепчущий назвал. А возле них часто растет такая опасная флора, как вот эта. И когда на нее начинаешь нападать, на эту флору рядом, когда находятся, они
реагируют. Оттуда вылазят гадости, но и они очень больно кусаются. Поэтому эти вещи лучше не трогать. А вот здесь у нас есть кобальт. И давайте просканирую. Тихо-тихо, внимание, дроны стражи изучают. Все нормально, я ничего не делаю. Все окей. Изучают местность. Я ничего не делаю, я ничего не трогаю. Я побежал на корабль. Все. Они еще за меня и преследуют иногда, бывает, сканируют, летят с тобой. Вот как только они какое-то нарушение находят, тут появляются уже военные стражи. Кроме вот этих еще. Одни в виде роботизированных собак, другие прям такие роботы капитальные. Есть разные уровни атаки. Более легкая, сложная. Все, полетели отсюда, эта планета нам не подходит. Взлетаем. Плохо то, что мы ресурсы потратили, конечно. Так, давайте вот снизу посмотрим. Есть вот планета, мы на ней были. Вот на этой планете, которой сейчас мы тоже были. Вот еще есть планета. Близко более-менее. Вот планета. Если не подойдет, полетим вон еще две планеты, да? А, не, одна. Полетели вот сюда. Посмотрим, что у нас на этой планете происходит. Она такая вся беленькая. Там, наверное, либо снег. А, не, она не беленькая. Она стала... Там либо снег, либо что-то такое. Морозная какая-нибудь планета. И лучше на холоде. Ну, мне, по крайней мере, больше нравится. Я вообще люблю все эти замороженные планеты. В космосе, кстати, в космосе, у нас нападают пираты, мы охотимся за головами потом, конечно. Собираем свою флотилию, воюем с другими космофлотом, там, других игроков. Так, медь, аммиак, намагниченный феррит. Нет, здесь мы не были, 100% не были. Можно играть в опыт. В опыт, если вы играете как бы разными людьми, управляющими разными там кораблями, живущие в разные базы, но можно строиться рядом, жить рядом, совместно выполнять какие-то квесты. Тоже. Это все будет, тоже будет. Всему свое время, не будем торопиться. Так, и тут такая зеленая будет грибковая плесень, вижу, скорее всего будут дожди какие-нибудь. Зеленая планета будет. Да, вон, она уже вся зеленая. Вход в атмосферу. Просто на планете, на той, которой мы будем жить, нам придется с вами... О, еще вижу. Так, ну что тут опять... А вон они, стражи, я уже отсюда их вижу. Стой, не подлетай, даже садиться не буду. Или это не стражи? Да, стражи, вот видите. Вот то, что я говорил, в виде собаки один. Это какая-то военная база стражей. Тут, вернее, не военная база, а склады с вооружением находятся. Есть квесты, когда тут именно повоевать надо, типа, ограбить склад с вооружением стражи. Так. Ну, если там был склад с вооружением, это еще не значит то, что здесь плохо жить. То, что здесь прям эти стражи назойливые такие. Чтобы посмотреть, нужно приземлиться. О, полетели, глянем, впереди я вижу, что еще. Да, это тоже какой-то аванпост. Это что такое? Да, вот они, стражи, летают. Вот видите, он летает. Не будем садиться, не будем их трогать. Так, ну планетка тоже так себе. Какая-то у меня система попалась не очень. Появилась я на такой системе, что она как бы не очень. Ладно, предлагаю улетать отсюда и посмотреть последнюю планету. И потом уже выберем. Давайте улетаем. Это, по-моему, последняя, да, планета, которую мы изучали?
рядом находится. Или здесь мы были, а? А, мы здесь были. А как понять, были на этой планете вы или нет? Вот видите, наводим на планету. Наводимся и пишет, это ваше открытие, планета, и видно, что на этой планете находится. Когда планета была не изучена, то есть астероидов, здесь можно немножко трития пособирать. Когда она не изучена, то есть вот там знаки вопроса, либо C там для сканирования. Короче, можно сканировать. Золото нашли. А это не нам битие, да, немного? Нам золото не сильно нужно, нам нужно второе золото, серебро. О, тритий. Все, отлично. 5 золота. Золото, такие черные камни, видите. Серебро, а тритий, да, черные камни, такие потемнее. Здесь находится тритий, топливо для нашего звездолета. Конечно, мы все это можем покупать на станциях, да, но сейчас нам не до этого. Это начальный уровень. Какие-то астероиды быстрее ломаются, какие-то ломаются не так быстро, как хотелось бы. Так, тут мы были, тут мы были. Тут мы были, тут мы сюда прилетели только что, да? Вон планета еще одна, да? Да, нужно исследовать. Летим на нее. Посмотрим. Что там? Сканируем. Опять тоже плесень, аммиак, серебро, медь. Ну, давайте посмотрим. Есть как есть, что ты скажешь. 27% осталось ускорителя всего лишь. 25 даже. Топлива. Может мы долетим? Может не долетим. Взлетный ускоритель, уран. Да, я уже вижу, что у нас тритий сюда нужно. Технология заряжена. Проблема. Ладно, сейчас прилетим, посмотрим. Технологию я зарядил. Кислотная планета, плохая планета, будут кислотные дожди. Ну, красная система, мы в красной системе, она, в принципе, система с вот такими жесткими вредными факторами. Так что сейчас глянем на нее, в принципе, возможно, придется вернуться на предыдущую, где мы только что были. Она, по-моему, самая такая лояльная. Сейчас мы глянем количество здесь растительности на этой планете. Здесь много растительности, то есть много можно добывать. Немного здесь растительности, но она есть. Немного, но она есть. На первоначальном уровне пристройки нам просто бегать много ресурсов собирать надо. Ой, я зацепился чуток. Ага, вижу какое-то что такое строение. Давайте посмотрим, что там у нас. Пролетим немножко. Так, и тут стражи, да? Ну ладно. Планета очень разнообразная, но нам так повезло, почему-то они так прям в нашей системе, вот этой звездной, они очень сильно похожи. Я бы хотел, наверное, поселиться где-то недалеко от какой-то горы. Или от воды-то как нету, чтобы понырять там, посмотреть. Наверное, придется в районе каких-то гор селиться, чтобы можно было в горе прям сделать. Или на горах. С нормальным видом хочется просто получить себе базу. Да, тут чисто горы, горы. Ну ладно, тогда базу какую-нибудь на горе получается. Оп, стоп, стоп, стоп. Тут что у нас? Тихо, 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 тихо. Чуть-чуть не зацепились. Ничего там интересного.
снова. Нам бы космопорт бы найти. Я вот не вижу пока никакого нигде. Стемнело уже. Да. Пока ничего интересного не нахожу. Где такая площадка была, чтобы приземлиться. Почему я сейчас не приземляюсь лишь бы где? Но у нас у взлетного ускорителя нету топлива. У нас там 0 стоит. Поэтому я не сажусь лишь бы где. Ну, не нравится, честно, эта планета. Я бы вернулся на ту, которая была только что, вот, предыдущая. Где мы с вами были? Где она? Вот она. Я бы вернулся вот сюда. Или мы не здесь были? Так, здесь мы были, здесь мы были, здесь мы были. Да, я бы вернулся бы на эту планету и тут построился. Наверное. Сейчас там смотрим. Давайте летим. Благо у нас трития много. Мы сейчас можем залететь и посмотреть. Соланий, медь, фосфор, соль. По-моему, нет, это не эта планета. Стоп. А что это за планета? Гляньте, она очень далеко, но она вся такая белая. Она не изучена. Ёлки-палки. У нас еще одна неизученная планета есть в системе. 5 планет, если. Возможно, попадется планета такая, похожая чем-то на Землю. Хотя это не оно. Непригодная к жизни планета. Медь, ржавчина, серебро. Да, ну пойдемте посмотрим. Интересно же посмотреть. В чем она непригодна к жизни? Если здесь нету вредных факторов никаких на этой планете, мы тут поселимся, быстренько создадим такую начальную мини-базу для того, чтобы просто улететь с этой звездной системы. По-моему, она как снежная, да, какая-то, глядя, белая все. Если тут зима, даже зима нормальная. Да, скорее всего, это зимняя какая-нибудь планета. Какие-нибудь зимние тут юги и что-то подобное. Ух ты, елки-палки. Красотища такая, да, зима. Ребята, мы, наверное, останемся здесь. Ну, как вы поняли, мне нравятся зимние биомы, во-первых. Во-вторых, для глаза просто приятнее, чем красное все или зеленое все. В-третьих, на непригодные для жизни планеты нас искать не будут. Если что. Так. И то, что он непригодный для жизни, это совсем не значит, что здесь никого нет. О, где-то метеорит упал. Это совсем не значит, что здесь никого нет. Давайте сейчас приземлимся. Да, вот прямо здесь. Садимся. И посмотрим, что здесь на этой планете у нас есть. Самое главное, для начального уровня много камней. Так, сканируем. Сканируем. Мы как на Луне, гляньте. Мы как на Луне с вами. Непригодная для жизни планета. Ну-ка, где наш сканер? Смотрим. Биом отсутствующий, ресурсы средняя, фауна неполная, стражей мало, это плюс. Флора неполная, непригодная к жизни планета, но нету, видите, нету никаких факторов, которые нас дамажили бы. Посмотрите, видите, у нас только одна полоса, которая просит там типа кислород, да, у нас. Угу. Но стражи все равно есть, видите, куда бы мы ни полетели, все равно стражи присутствуют. Но у нас уходят жизненные показатели. Ёлки-палки, это будет он все время, да, оно все время уходит. Непригодно для жизни, то есть
то есть вообще непригодно, я понял. Там хотя бы уходили показатели нашего защитного костюма, а тут даже уходят жизненные просто, тупо. Ну, мы хотя бы посмотрели на эту планету, да, полюбовались. Вот такие тоже бывают планеты, как оказывается. Температура минус 30. Радиация отсутствует, токсины отсутствуют практически. Но жить тут нельзя. Печально. Так, взлетный ускоритель. Что для тебя нужно? Уран, либо топливо. Давайте глянем топливо. Чтобы создать, что нам для топлива надо. Дигидроген и металлическая обшивка. Металлическую обшивку мы создали. Дигидрогель, да? Нет, дигидроген именно. Давайте топливо создали. Еще можно? Не знаю, не будем проверять. Садимся. Создали топливо для взлетного ускорителя. Теперь можем дальше лететь. Есть. Супер. Ну что ж, у нас отражающий экран еще заряжен. Ускоритель тритий у нас не заряжены. Летим. Посмотрели мы эту планету. Полетали чуток, полюбовались красотами. Полетели. Так, на планету с кольцом мы, по-моему, лететь не хотим, да? А самое главное, тут убрали дозагрузку. Раньше было при перелетах, как бы, мир был шовный, скажем так. Появлялась там дозагрузка. И визуально было видно переход с одного там места в другое место. Сейчас это убрали, все оптимизировали. Очень шикарно сделали. Так, сюда мы не летим. Туда мы не летим. Туда мы не летим. А куда нам лететь вообще? Салани. Грибковая плесень, аммиак, серебро. Планета сияния. Ну, наверное, сюда полетим, ребятки. Ну, блин, деваться некуда. Жить где-то надо. Медь, фосфор, натрий. Салани, медь, фосфор, соль. Ладно, летим сюда. Летим сюда, ребята. Сейчас долетим до планеты, там приземлимся и на месте определимся. Ну, по квесту нам надо выполнить. Построить базу, поэтому делаем минимальную базу. С местом появления, честно говорю, не повезло. Планеты довольно скучные по растительности. Нету воды вообще на планетах. Поэтому планеты есть гораздо веселее. Это так. Не фартануло, да? В принципе, здесь мы, наверное, поселимся. Найдем только себе площадочку. Да, растительность есть. Ресурсы добывать первоначально есть. С чего это куда, поэтому. Хотя все красное, тут, по-моему, жара сильная. Тут, по-моему, сильная жара на этой планете. Да, сильная жара, тут сильно не разбегаешься. На этой планете, по-моему, корабль находили с вами. Я уже не помню. Или не на этой. Тут сканернуть можно. Ага, там находится поселение, 100% какой-нибудь стражи там какие-то живут. Мы уже такое проходили. Давайте где-нибудь на возвышенности, чтобы прям хорошо нам все видно было. Обозрение какое-то такое было. Только тормози. Ну что, может, где-то здесь поселимся? А вот это что? А, нет, это ничего хорошего.
Давайте я еще пролечу. Место было покрасивше. Вот красивее чуть немножко было. Ну, в рамках этой планеты, конечно, покрасивше, это такое слово. Значит, место нужно для того, чтобы было удобно приземляться, да? На звездолете просто. Так. Чтобы было удобно приземляться. Так, вон она, огромная гора. Полетели к ней. Так, вот чей-то флот, я вижу, зашел. Ну, он может быть как транзитный, просто мимо пролетающий, а может и лететь... Не, ну это такой большой космический корабль. Он, скорее всего, будет просто мимо пролетающий. Это будет мимо пролетающий, ребятки. А вот эти вот ребята, вот они полетели, они могли лететь как непосредственно на станцию, торговый порт, да, так и из. Давайте за ними пролетим. Тут их, смотрю, много. Ну, и, может, доведете, а? Может, это у вас база, не база, вернее, а станция есть. Проведите ко мне, я рядом с ней поселюсь. Я где-нибудь рядом с ней поселюсь. Не, нет ничего интересного, да? Ну, пока нет. Да, конечно, тут такое. Селиться. Не знаю, я бы, наверное, не селился. Гора, давайте на горе на этой поселимся. Вот прямо на вот этой. Предлагаю поселиться тут. Ну, приземлились не очень, но мы сделаем. Со временем. Так, вот он есть натрий. Требуется продвинутый расщепитель, да? Тут жара. Нас постоянно будет дамажить. Эх, эх. Такое, конечно, место на троечку. Не очень хорошее место для первой базы. Честно говоря, не очень. Происходит, а? Ух, нет, мы здесь селиться не будем. Мы тут селиться не будем, ребята. Вы видели это? Ты же говорил, черви огромные. Не. Я тут селиться не хочу. Только... Нет, это прикольно все. Но только не для первой базы. Только не для первой базы, ребята. Во-первых, постоянно будут колбасить экран, когда они будут залетать туда-сюда, перепрыгивать рядом с нами. Так, летим на любую планету, кроме этой. На любую. Вот. Первая попавшаяся планета. На нее и летим. Все. Тут будет наша база. Нет, непригодная к жизни планета. Капец, да куда ж нас забросило-то, а? Ну почему так-то? Вот какая-то планета. Кислотная планета. Грибковая плесень, аммиак. Летим, ладно. А, не открыто. Понял, а чего не открыто? Мы там были. Ну ладно.
понятно. Мы, наверное, не приземлялись, мы на ней полетали, наверное, полетали и улетели. Значит, мы здесь будем жить. Так, сейчас подлетим, долетим быстренько. Находим место на кислотных планетах, я даже не помню, живут ли черви или не живут черви, но не хочу эти черви. Доставляют много неприятностей в том плане, что даже если они не агрессивные, хоть атмосферные, то вот эта вот тряска экрана, они когда появляются с-под земли, вот перепрыгивают, когда трясет капитальный экран, не будем сильно тут далеко что-то искать, выискивать. Найдем сейчас ровную площадку с относительно нормальным видом. Стражи. Ну, ладно, я буду жить недолго. Главное, чтобы стражи были там не агрессивные, а с обычными мы нормально, просто подальше от них поселимся. Нормально разберем. Сейчас чуток пролетим, где-нибудь в горах поселиться. Ничего хорошего нет. Да? Вот как раз там, где ничего хорошего нет, там селиться и надо. Да? Вот прямо вот по курсу гора. Давайте на этой горе и поселимся. Хотя на горе это, наверное, плохой вариант. А чем он плох? Да тем, что хотя большой довольно биом. Сканернем. Да, все равно кислота есть, да? Опа, это что-то что такое? Ты кто? Снижается. Ну, я понимаю, что снижается защита от токсинов, но не деваться нет. Кто ты? Ну какая шняга прикольная. Местные животные. Да, давайте здесь поселимся. Местная живность. Я думаю, здесь мы и будем жить. Вот натрий растет. Просто будем делать либо какую-то подземную пещеру, либо что-то такое. Сейчас дойдем, давайте до края. До края вселенной. Вот он край. И где-нибудь здесь поселимся. Требуется продвинутый расщепитель. Ну, это плохо, конечно. Везде требуется... Что не сделаю, везде нужен продвинутый расщепитель будет, да? Я, наверное, знаете, как сделаю? Я сделаю здесь такой домик, который будет приближен к... Так, стоп. Враждебная. Видите, появился значок у нас, лапка красный светится. А, уже на нас бежит. Ух
Что зараза? Ну-ка. Да. Нет, тут мы селиться не будем, сейчас немножко в другую сторону отойдем. Иди-то отсюда, блин. Гонится с нами, гонится. Смотрите, да? Фиг, блин. Вот, не только положительные персонажи здесь встречаются, но и отрицательные. Так, но он будет нам назойливо мешать. Мы его даже если убьем, все равно он будет к нам потом новый появляться и приставать к нам. Да, я покусаю, да, я укушу будет. Мало ресурсов, вот в чем беда основная всего этого. Мало очень ресурсов. Так. Вот давайте у стен просто вот этого каменного великана поселимся. Не вверху, а рядом. Есть где-то тут местечко? Что-то нас притормаживает нас. Ой-ой-ой, подколбашит. Тихо. Садимся. Вот здесь мы и будем. Ну, этих всех ребят мы изничтожим, конечно. Может, не будет такого количества. Ты елки-палки, я только приземлился. Ты уже здесь. Где мой звездолет? Отстань. Их уже несколько, нет. Они нам не дадут спокойно жить. Отстань, тебе говорю. Защита от токсинов снижается. Собралась толпа. Где он есть? Под звездолетом это. У нас тут оружие никакущее. Ага, не нравится. Я вот тут проблема. А нет, есть, все готово. Просто насколько это долго было. Хотя зелененькая собачка прыгала. Это не я? Это что, не яйца? Червей огромных. Да, вроде как нет. Ну, эти собачки нам не дадут нормально жить. Ну что ж, поиски планеты, получается, продолжаются. Сюда мы не летим. Сюда мы не летим, судя по всему. Вот же история, да? Что значит странствовать? Странствуешь, нигде не найдешь себе места. Никому мы не нужны. Охраняй себя. Планета сияния. Давайте сюда. Скоро прибудем. Как игра, ребят? Нравятся, не нравятся игры про космос, про изучение, про все эти вещи. Если нравится, подписывайтесь. Я хочу набить 1000 подписчиков как можно быстрее. Ваша подписка очень важна. Это лучший донат сейчас для этого канала. Это подписаться на этот канал. Ну и посмотреть можно больше. Чем больше вы смотрите, тем я больше понимаю, что вам это нравится. Это мотивирует снимать еще больше. И так будут
еще и гайды в дальнейшем. То есть это для меня лучшая награда. Это ваша подписка и лайки от вас. Ну и, конечно, комментарий. Ну, это по желанию. Так, 20 секунд мы прилетаем, и на этой планете мы будем строиться. Все, много дела. Даже если тут будут какие-то негативные факторы, даже если тут будут стражи, даже если тут будут какие-то агрессивные существа, мы все равно будем здесь строиться. Вот. Все, красивый пейзаж, мне уже нравится. Ёлки-палки, да? Это тут черви были, да? Здоровые. Ой, короче, да пошло на нафиг. Пусть черви как черви. Правильно. Просто они как раз на таких планетах и живут. Где огромные горы такие. Мы их трогать не будем, они нас трогать не будут. Выберем себе местечко. Вот тут долина какая-то есть. Такая низменность, да? Ее сканируем. Вся планета в таких вот ямах, нет такого. Тут, короче, на машине не погоняешь сильно, на вездеходах сильно не полетаешь. Ладно, это же все равно временно. Просто эстетической душе хотелось красоты. Ну, тут тоже своего рода есть красота. В таких местах прикольно селиться, когда уже ты немножко развит. Как ты можешь скрытую базу где-то в горе там построить, что-нибудь такое сделать. Вот тогда прикольно селиться в таких местах. Я такие места люблю на самом деле. Заныканные там от всего вокруг. Сейчас просто это не сильно интересно, потому что строиться надо. Ух ты, елки, это я зацепился. Потому что строиться надо, да? Ну, давайте где-нибудь сейчас найдем местечко. Побольше равнинной поверхности, чтобы было. Растительности много. Вот, много растительности на склонах. Горы, сплошные горы. Так, сейчас мы на эту же планету вернемся, только чуть-чуть пролетим чуть дальше, ну, чтобы быстрее дело было. Сейчас увеличу атмосферу. С атмосферой, господи, атмосферу. И чуть-чуть просто по прямой пролечу. Ага, планетарные пометки, я понял. Сильно близко еще. А это что за планета? Непонятно. Сейчас мы просто чуток пролетим. Немножко от города этих отлететь хочется. Ну все, теперь садимся и смотрим. Хотя я не смотрю везде. По рельефу я смотрю, везде сплошные горы. Где-то они выше, где-то они ниже. Путешествовать тут придется, конечно. Ладно. Находим место и садимся. Оно все везде одинаковое, плюс-минус. Ну давайте, хотя бы даже здесь. Хотя на неприходной для жизни планеты, там тоже, видите, здесь уходят два фактора.
А там уходил один фактор на непригодную для жизни планету. Но здесь больше кислорода, всего вот этого добра можно насобирать. Да и летать уже смысла никакого нет. Поэтому давайте будем жить прямо здесь. Завершен важный этап путешествия. Что-то мы прошли. Пробежали мы это 8000 вот этих вот единиц каких-то. Да, остается здесь тут много кристаллов дигидрогена. Встречаются они то сям, но в большом довольно количестве. Давайте повыше вот к этой горе, если подойти ближе. Если подойти ближе вот сюда. Да, вот тут ровная поверхность большая. Да, вот здесь мы и поселимся. Да. Все, ребята. Строимся, селимся. Сейчас я вызову звездолет. Наш звездолет. Вот таким вот образом через меню. Если можно, конечно, вызвать было бы. Так, нажимаем Z. Есть. Компьютер базы ставим. Навряд ли тут что занято. Поиск, архиве. Так, занять место под базу. Супер. Для первоначальной стройки немножко сейчас ближе переводим наш звездолет. Отлично, есть место под базу готово. Для того, чтобы мы могли там восстанавливать наши щиты. Взлетаем, все равно кладемся. Деваться некуда, надо взлетать. Где наша? Вот она, наша база. Все, и тут мы садимся. Отлично. Задача наша следующая. Сейчас мы делаем основу для базы, для нашей. Так, растения опасные. Это что там у нас? Медь? Натрий. О, натрий нам нужен для зарядки как раз. Натрий мы потом возьмем. Угу. Компьютер базы включен. Где он? Вот, надо изучить его. Изучаем. Открывайте журнал. Так, предыдущая запись. Ага, есть. Бушуют ураганы, стройматериала совсем мало. Я сохраню планы убежища, пока сейчас нужно... Да. Тут бушуют ураганы. Мы открыли первые самые двери для строительства, бревенчатые стены, пол, ну и всякое такое. Наша задача быстренько построить здесь убежище. Открываем это мы дело. Сюда. И убежище будем строить, ну, наверное, здесь. А куда нам деваться? Так, раз, два, три, 4, Опасная погода. 5. Опасная погода приближается. Вот так мы сделаем. Придется сейчас будем пересиживать опасную погоду, ребят. Так, есть. Приближается опасная погода, я понял. Где у нас будет вход? Давайте я вход сделаю вот здесь, наверное. Вот здесь. Сделаю вот так вот. А вот здесь я сделаю вход. Как раз приближается буря, но не будем мы рисковать своим здоровьем. Сейчас мы с вами... Капец, конечно, мы место выбрали для жизни. Все горит. Садимся вовнутрь. Ну что, пережидаем бурю. Закончилась. Мы сейчас с вами просто здесь сделаем вот тут вход. Делаем обычный кубик. Где он? Вот здесь у нас будет просто обычный вход.
Вот, есть. А здесь сделаем, ну, так как нам строить даже сейчас еще не с чего. Я думал, это поначалу, что бревенчатая там стена какая-то будет. Такая интересная, да, но по факту это просто глухие стены. По факту это глухие стены. Поэтому мы сейчас сделаем просто коробку, которая будет нас защищать от вредных факторов. Углерода нет, я понял. Углерода надо еще очень много. Ну, что сделаешь? Углерода нет, так нет. Буду что добывать. Ну, из-за строительства сейчас все так. И из-за того, что еще планеты довольно скудные попали. Обычно зеленые, много травы, много деревьев, а здесь прям реально выживалка получилась. Так, где наш вход? Вот наш вход. Угу. Все, давайте доделаем вот так и вот так. Супер. У нас теперь есть защита от вредных факторов. Так, забегаем. Отлично. Уровень температуры стабилизируется. Все, уровень температуры стабилизировался. Сейчас у нас повышается, как видите. Есть защита. Так, смотрим дальше. Что мы будем строить с вами? Во-первых, мы построим обязательно портативный очиститель. Мы им постоянно будем пользоваться, пока будет начальный этап стройки. Без этого никуда. Далее обязательно строим намагниченный феррит нам нужно. Вот сейчас как раз ферритные пыли и будем делать с вами намагниченный феррит. Загружаем углерод. Технология заряжена. Ищем ферритную пыль. Феррит. Это чистый феррит. Намагниченный феррит. Ну, этого нам мало. Поэтому мы берем ферритную пыль. Делаем из нее намагниченный феррит, чистый феррит. А из чистого феррита мы делаем намагниченный феррит. Ну, смысл, как бы, думаю, всем понятен, да? Есть, мы взяли это, переложили сюда и запустили это. Когда будет несколько, в принципе, можно ставить один за одним несколько таких очистителей и делать такие цепочки производства. Один будет ресурс перекладывать в другой очиститель, перекладываться и сразу запускаться еще раз. Но сейчас у нас просто ресурсов не сильно много еще. Ну и потребности не столь огромные в этом ресурсе. Так, есть. Так, сюда пока ставим. Здесь у нас изучаются теперь новые модули для строительства. Блок анализатора активирован. Рекомендация системы диагностики: добывайте извлеченные данные из засыпанных технологий. Установите и используйте анализирующий визор. Ну, изучаем. Так, нам нужно 2 единицы извлеченных данных, у нас сейчас 0, для того, чтобы мы построили модуль телепорта. И дальше мы будем строить биотопливный реактор, можем строить уже, маяк сохранения, о том, который я говорил. И дальше пошли усилитель, медицинская станция, усилитель сигнала. Но самое главное, что мы можем потом строить дополнительно еще, как видите, разные элементы по строительству. Угу. И можем строить дальше, вот батарея есть, накопление энергии и солнечные панели. Вот, в принципе, нам нужно выходить в солнечные панели, вот эту ветку заканчивать, и тогда мы уже сможем с вами, я думаю, путешествовать по другим системам. Ребята, мы довольно много сегодня уже всего сделали. Предлагаю на сегодня нашу серию завершить. Смотрите, какая прикольная получилась коробочка. Это пока не база, но это уже, как говорится, основа для базы. Подписывайтесь, ставьте лайки. Следующая серия у нас, как говорится, не за горами. И у нас будут выходить обязательно гайды подробные по всем моментам, чтобы вы могли не просто прохождение смотреть, как сейчас смотрите,
а прям брать пошагово, смотреть где, что и как. Хотя бы на первоначальном этапе, для того, чтобы вам было интересно. С вами был Феникс. Подписывайтесь, оставляйте лайки, комментарии и пишите, что вам нравится, не нравится. Скоро увидим друг друга. Пока-пока.